Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто будет бегать за вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А кто хочет записаться на личный расклад Таро, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Смотрите, у вас всегда как-то по жизни попадались довольно интересные женщины. И знаете, вот это могут быть даже женщины, которые одного типажа, допустим, блондинки у кого-то брюнетки, да. Причем вы даже для себя вот решили, что кому-то нравятся больше вот блондинки, кому-то брюнетки. Кстати, напишите, да, вот кому из вас какие нравятся. Ну, я думаю, лысые никому не нравятся, правда, ребят? Ну, а там, хотя у кого какие тараканы, да, кому-то, может быть, и лысые нравятся. Вам нравятся всегда, конечно же, хорошенькие женщины, ухоженные, фигуристые, но они вам не нравятся, и с другой стороны, они вас вот немножко отпугивают. Потому что есть какой-то такой, знаете, мужской комплекс немного. Комплекс по поводу денег, что, может быть, не потянете эту женщину, а вдруг ее уведут, да. Поэтому вы, скорее всего, будете любоваться со стороны такой женщины, и мало кто из вас подойдет, ну, решится подойти, познакомиться с такой красоткой. Я вам скажу, что, ну, вот я не могу назвать, что у вас много прям так денег. Ну, вот нет, ну, серединка на половинку, так. Но на женщин вы никогда по жизни вот денег не жалеете. Вы очень щедрый, вы очень такой, ну, джентльмен, да, вы даже романтик. Вот совершаете какие-то такие поступки, которые женщинам вашим очень нравятся и надолго запоминаются. Вот на работе вы работаете, скорее всего, с кем-то, вот, либо же это какая-то команда, это может быть бригада. Ну, у вас там человека 3 плюс-минус может быть, да, вот там, где вы очень тесно как-то сотрудничаете. Может быть, это отдел, один отдел, да, вот какого-то предприятия. Я вам скажу, что вот по работе, в принципе, у вас довольно неплохие люди рядышком. Вы можете порой сомневаться в искренности, в честности некоторых людей. Ну, там, в принципе, вот эти парочка человек, с которыми вы так очень тесно соприкасаетесь, ну, они довольно неплохие ребята, поэтому можете не бояться. Далее, что еще можно о вас сказать? Вы человек, который очень любит стабильность. Стабильность во всем. Стабильность в женщинах, да, стабильность в деньгах, вообще во всем, чего бы это ни касалось. Любите пунктуальность, любите четкость во всем, когда все четко прописано по полочкам, все стоит на своих местах. Даже в каком-то смысле это педантичность, да, когда вы, ну, любите такой супер порядок. Даже может вас выводить из себя, если приходите, допустим, там домой, либо же на работу, а там где-то намусорена пылинка, соринка, ну, это вас довольно сильно может встрепенуть. У вас такие, знаете, еще женщины были по жизни, которые могли даже следить за вами. Причем вы это знаете, которые могли залезать к вам в телефон, там, лазить в ваших переписках, в соцсетях, допустим. Это женщины, которые, в принципе, вас ценят по жизни женщины. Вы нравитесь им. Но другое дело, что это какие-то женщины, особенно вот в последнее время, я бы сказала, ну, какие-то второсортные, что ли, уж простите за мой французский. Но нельзя назвать этих женщин такими домашними, нельзя назвать их, ну, такими, знаете, будущими мамочками, что ли. Их нельзя назвать такими верными, хорошими хозяйками. Вы это все видите, вы прекрасно понимаете, что вас окружают совершенно не те женщины, но не те, с которыми вы хотели бы быть в отношениях. Поэтому кто-то из вас может, да, довольствоваться, конечно же, тем, что есть, но опять же, это чисто плотские утехи. У кого-то это чисто для какой-то развлекаловки, там, да, для здоровья, как угодно можно называть это все. Но, в принципе,
есть некое разочарование в женщинах, да. Вот есть разочарование в том, что вот как будто мир перевернулся, да, какие были раньше женщины, домашние, больше такие, ну реально вот как мать, да, вот похожи на мать. Вот посмотрите, ну еще там 10-20 лет назад какие были женщины, да, и какие сейчас. С бутылочкой в руках, с палочкой в зубах, да, ну то есть с мини-юбкой, из которой там сзади ее две булочки выглядывают, и спереди пельмень висит, да, или вареник. Простите за такое сравнение, но особенно малолетки, но это трэш. Это реально, это, ну, порнофильмы отдыхают, наверное, да, как ходят малолетки. Знаете, я бы вам сказала, что у кого-то из вас может проиграться, что есть такое ощущение одиночества. Вот есть и разочарование в женщинах, потому что вы, ну, не видите просвета, потому что женщины, простите, женщины, которые вас окружают, ну, они не покорят ваше сердце, и вы это понимаете. Поэтому есть некая такая, знаете, обида на саму жизнь, вот обида. Есть обида на себя, да, вот почему-то вы сами себя ругаете. Возможно, потому что жили неправильно раньше. Возможно, что допустили то, что произошло в вашей жизни. Вот есть какая-то такая вселенская обида. И, конечно же, нехватка любви. Вот есть нехватка любви, это однозначно. И здесь получается замкнутый круг. С одной стороны, вы понимаете, что те женщины, которые вас окружают, ну, с ними семью точно не построишь. А с другой стороны, вам плохо в одиночестве. Вот плохо, вас гложет вот эта грусть, печаль, тоска. И выхода пока вы из этого не видите. Давайте-ка будем разбираться, кто же появится в вашей жизни, да, и кто будет бегать за вами. Ну, я надеюсь, не мужчина, да? Ну, смотрите, здесь появится молодая девушка, она вам будет кого-то напоминать. Это может быть такой привет из прошлого. Возможно, мать напомнит, возможно, там кому-то первую любовь. Ну, какие-то черты характера однозначно вот у нее похожи на кого-то из ваших вот прежних женщин либо матери. Эта женщина, ну даже девушка может быть, она, знаете, такая заводила. Ну, опять же, такая девчонка-хулиганка. Она очень активная, она очень подвижная. Она острая такая, колкая на язычок, с ней не соскучишься. Она, в принципе, даже себе на уме, она имеет довольно такой жесткий характер, она знает себе цену. Она всегда находится в центре внимания. Она яркая, она именно яркая вот своим поведением. Ну, то ли это такая, знаете, вот манера общения с людьми, вот она настолько завлекает. Вот можно влюбиться просто в ее манеру общения. Это может быть и голос приятный. Это может быть реально вот то, как она разговаривает, да, вот такой манящий голосок, вот такая вот вся манящая, зазывающая. Ну, то есть женщина, ну, супер энергетикой, скажем так. Смотрите, почему же она будет бегать за вами? Будет какая-то такая история, что она с вами пересечется в тот момент, когда вам будет грустно. Вот в тот момент будет, знаете, ну, не до знакомства однозначно. Вы будете заняты чем-то своим, голова занята, может быть, там работой, заботами, хлопотами и так далее. Это будет какая-то ситуация, когда, ну вот реально, вы идете там себе на уме, да, но я сейчас утрирую, понятно. Вы думаете о своем, там может быть грустный даже, да, и тут появляется, откуда ни возьмись, вот какая-то девчонка такая, ну не совсем девчонка, но девушка. Ну либо же, знаете, вот как в фильмах бывает, там столкнулись случайно, либо же там, я не знаю, может быть, в автобусе на ногу кому-то наступил. То есть это будет какая-то интересная такая ситуация, не просто, что вот вы познакомились, нет. А вот именно какое-то такое, знаете,
ну, из ряда вон выходящее какое-то событие. Я даже вот сейчас не соображу так сразу, потому что это у всех, опять же, проиграется по-разному. Она такая, знаете, дама, которая... Вот она, если западает на мужчину, она не может успокоиться, пока своего не получит. Вот вы ей понравитесь с первого взгляда. Ну, возьмем даже, если там вы ей на ногу наступили, да? Вроде бы не очень такая приятная ситуация, но тем не менее, вот она взглянет на вас и увидит, ну, что-то такое в вашем обличье, что у нее сердечко просто ёкнет. Ну, то есть влюбится, да, если по-простому. Я вам скажу, что она будет с вами такую интересную игру вести. Ну, как игру? Игру по захвату вас. Она даже вот при первом же свидании, я почему-то больше чем уверена, что, возможно, она у вас даже возьмет телефончик и назначит встречу. Вот вы настолько вот ей как-то понравитесь. Хотя казалось бы, да, что вот это всего лишь первое свидание, там какая-то, может быть, минутка всего лишь. Но, тем не менее, она вот провернет, она больше проявит поначалу инициативы. И, знаете, пройдет немножко совсем времени, и уже в эту такую юную девочку, да, девушку, влюбитесь вы. Но для этого пройдет, ну, такой небольшой срок, опять же, у каждого он будет свой. И вы будете не то что бегать за ней, да, вы будете мчать к ней, вы будете на крыльях любви лететь к этой девочке. Вот сначала она проявит инициативу, да, вот она будет бегать за вами, бегать, а потом, через какое-то время, прозреете вы. Получается, она вас будет покорять, да, она будет проявляться, а потом будет все наоборот. Потом вы возьмете уже бразды правления в свои руки и понесется жара. Это будут очень такие активные ваши отношения. Это будет, ну, история такая огненная, страстная. Это будет Бобик прыгать выше крыши. Но я не могла про вашего Бобика не упомянуть. Я знаю, что вы любите его. Бобик всегда будет накормлен, натренирован. Он всегда будет визжать и лаять от счастья, потому что у него такая суперская хозяйка, причем умелая, которая и искусственное дыхание ему сделает, и погладит, и накормит, и так далее. Понимаете, это такая девочка, которая вроде бы и юная, но тем не менее с бобиками она точно умеет обращаться. Причем так, что, ну, может дать фору, наверное, любой более взрослой женщине. Я вам скажу, что будет какой-то момент тайны еще между вами. Вот будет какой-то такой секрет, который она вам расскажет, но это будет не сразу. Это ничего такого страшного, да? Это будет какой-то секрет из ее жизни. Вот что-то такое, чего она поначалу не захочет говорить. Это что-то такое, что, возможно, болит у нее, возможно, ей неловко об этом рассказывать, но это будет открыто. Этот секрет она откроет вам сама. Да, это касается разрушения. Был какой-то такой период у нее. Это был трэш. Но она вам поведает. Она поведает сама. Будет, конечно, и ей больно об этом рассказывать, и вам не очень приятно это слушать, но тем не менее. Смотрите, у нас выходит колесо фортуны. Это карта, которая говорит о том, что человек даже может быть, ну, судьбоносным, да, вот эта вот девчонка-хулиганка, которая появится в вашей жизни, она, в принципе, у вас выпадает судьбоносной девочкой. Ну, девочкой относительно, да. Я бы вам советовала все-таки присмотреться, вот когда будет такая ситуация, потому что вам с ней будет очень комфортно. Вам с ней будет классно. Вы себя почувствуете моложе, вы почувствуете, ну так, бодрячком, да. Даже кто поставил уже крест на своем бобике, да, вы поймете, что это все не так. Бобик все так же силен, все так же натренирован и все так же много чего может и выполняет все команды. Поэтому даже в этом плане вы можете абсолютно не переживать. Вы поймете, что вот эта девочка, да,
девчонка-хулиганка, она послана вам судьбой для того, чтобы вы почувствовали себя мужчиной. Потому что была такая история, что, возможно, вас ваша женщина, да, вот в каком-то смысле, ну, не считала мужчиной, да? Напишите в комментариях, у кого так проиграется. То есть это могли быть и какие-то гадости, это могли быть колкости, да. Ну, как любят некоторые женщины говорить, да ты не мужик, да ты слабак, да ты никто и ничто, да ты без меня там под забором пропадешь. Ну, вот в таком плане. С этой девочкой вы поймете, что ну, реально жизнь только начинается, крылышки можно распрямить, можно почувствовать себя мужчиной, да, вот в отношениях, либо же в семье. Ну, это такая, знаете, абсолютно интересная история любви, которая появится в вашей жизни. Но главное, не пропустите. Вот именно говорю, что какой-то такой период знакомства будет очень неожиданный. Что-то такое произойдет. Это не обязательно, что вы там на ногу наступите. Это я к примеру привела. Но что-то произойдет, какой-то, может быть, курьезный случай, да? Ну, я не знаю, может быть, кто-то лбами столкнется, ну, все что угодно может быть. Поэтому, ребят, просто обращайте внимание на то, что будет происходить в вашей жизни, и да будет с вами счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!